За поддержку канала, а также его ежемесячное спонсирование спасибо его 4 спонсорам: Ананасику, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши, и сегодня, как ты понял, речь пойдет о идеях, от которых по той или иной причине отказались в манге Клинок, рассекающий демона. В видео присутствуют спойлеры, поэтому смотреть на свой страх и риск. А я начну с ситуации, которая была показана только в начале произведения. Это настолько спорная и абсурдная тема, задумавшись о которой, ты понимаешь, почему от этого решили отказаться. Танжера, лишившись семьи, желая спасти свою сестру, попадает к Уракадаки, бывшему столпу воды, желая стать сильнее, подвергаясь упорным тренировкам, но в одной из них начинается магия. Я говорю о конкретном кейсе с валуном, который нужно разбить. Самое странное в этой трене то, что Танжера буквально тренировался с призраками, абсолютно незнакомых ему людей. Это две сиротки, которых он никогда не видел и никак с ними не связан. Сам факт наличия их диалога с ними и тем более тренировки, то есть физический контакт, уже являются абсурдными, ибо Танжера не был при смерти или как-либо ментально унижен, сломлен и не подвергался отчаянию. Почему это бредово? Да потому что на протяжении, не побоюсь этого слова, всей манги Танжера буквально идет по пятам Юриичи, желая узнать больше о дыхании солнца, узнать, откуда пошел танец бога огня, его семьи, и связать все движения в одну полноценную 13-ю кату. То есть Танжера при смерти, буквально находясь в коме, смог прожить воспоминания, и то коротенькие, идентичного ему предка. Я говорю о Сумиёши, что в первый раз, что во второй раз, когда он был одной ногой в могиле от яда Мудзана. В критической ситуации увидел движение и смог исполнить все каты. Обусловленностей уйма, просто для добычи информации, просто чтобы увидеть сами движения. Но в начале же произведения происходит ёбаная черная магия. Неизвестные дети не только рассказывают ему о том, как работают техники дыхания, что уже как бы нихера себе, а спаррингуются с ним да не один раз, а несколько, с интервалом в полгода. Эту идею всячески пытались замять, но абсурдность также остается. Они никак не связаны с Танжера кровно, в отличие от Камада Сумиёши, его дальнего предка, который практиковал танец бога огня, и на тот момент это была его самая близкая вариация к дыханию солнца. Но даже он, его кровный родственник, предок, не смог прийти к нему даже на минуту, в отличие от детишек, которые полгода торчали у гребаного валуна. Ладно, опустим все на временной период. Это было сотни лет назад, допустим, дух выветрился, как бы это кринжово не звучало. Почему тогда мы не увидели призрак отца Танжера, Танжура? Умер он относительно недавно, в тот же период, что и Сабита, когда спас Гию. Кровный отец, воплощение Бодхисаттвы, с вечно подрубленной Анатой, максимально приближенный к самому Юриичи по своей ментальной составляющей, и, конечно же, его не было. Причина, кстати, появления духов была показана еще в 8 главе. Если их убивает демон, их душа не может упокоиться, и они остаются в мире живых. Ну раз вы это начали делать и сказали об этом, то доделывайте уже. Можно было засунуть спиритические сеансы с Ренгоку, с Канае, что раскрыло бы еще больше Шинобу, с семьей Танжера, если что, тоже, ибо материнских мотивов как для Незука, так и для самого Тазика было бы достаточно. Тем более чуют мои брови, даже маман Тандыра могла рассказать о танце бога огня, ибо на протяжении всей своей жизни смотрела, как ее муж танцует его от заката до рассвета каждый год. Но нет, мы введем, попытаемся объяснить, почему так нахер, и забьем на это болт. Сразу вспоминается кейс с Геньей. Смотрите, человеческая форма. Какушиба режет ему первую руку, вторую руку, половину туловища. Тот все еще в человеческой форме лежит и выживает. Вот он, кстати, тоже через 3 главы, также в человеческой форме. Хоть он и не сожрал плоть демонов. Как потом нам объяснили, он зарегенился, съев плоть Хантенгу, которую сохранил в прошлой битве. Но как он ее, сука, мог съесть, если демон после смерти превращается в ёбаное ничто? Таких моментов крайне много. У меня даже видос есть с 30 пунктами. Вот тебе подсказка сверху. Едем дальше. Следующим пунктом будет попытка раскрыть тему буддизма в КРД, а не дать обрубок в виде домы с его техниками и культом и сделать Юриичи призраком Бодхисаттвы. Раскрытие бы этой темы смотрелось крайне лаконично, кстати, как и момент с попаданием в рай и ад.
Попытка предоставить это зрителю была показана аж несколько раз, начиная с демона рук, за которого молился Танжера, мол тот съел брата, мне его жалко, всюду тьма, намек на приближающийся ад и далее по списку. То есть... Руи погибает, а это моральный урод, который зарубил и сожрал своих же родителей. Они обнимают его и вместе отправляются в ад. С ним-то ясно, но они-то почему? Бред же. Даки и Ютара также вместе попали в ад с ноткой трагедии. Но почему-то у Даки была возможность отправиться в рай. Лол, что? Она как минимум олицетворяет грех похоти и обжорства, ибо как черная вдова после спаривания жрала своих партнеров. И она могла отправиться в рай, если бы не Ютара? Вы что, серьезно? Аказа отправлялся в ад, все трагично, все дела. Но в ад с ним почему-то не пошли, и в рай отправиться чел тоже не мог. Ну, как Ушиба сгорел в аду, конечно же, даже отдельная обертка была и заслужена. Санеми, блять, вообще выбирал, куда пойти. Видит гения с братьями в раю, а его мама, которая не по своей воле стала демоном, в аду. И он такой, ай, пофиг, маман, идем вместе в ад. И вот уже хотел туда идти чертей пиздить, но его откинул отец. В чем вообще смысл вводить тему, никак ее не раскрывать, показывать вариации выбора и почему-то постоянно вкидывать все новые и новые моменты с этой темой, противореча самой концепции рая и ада? Что за Теперь тема клинка, от которой отказались. Вы не поверите, но это сам лор КРД. Автор отказался его вообще как-либо раскрывать. Мы не знаем, в каком мире живут герои. Демоны только в Японии или за ее пределами. Мы не знаем, как к этому относятся власти и вообще понимает ли социум, что происходит, ибо демоны существуют уже сотни лет. КРД совершенно забывают про это, ибо времени данной теме уделили ровно столько же, сколько и рангам охотников. Я вот только недавно задумался и вспомнил, что их оказывается не 2 столпа рядовой охотник, а целых 10. Каты. Их вот взяли, добавили, оставили и забыли их вообще как-либо развивать. В фандоме до сих пор можно предоставить столько же опровержений, что это визуал, так столько же и доказательств, что нет. Никто ничего не знает, контрит ли одна стихия другую, то есть имеются ли противоположные, имеются ли эффекты от той или иной каты. То есть, жарит ли огонь, мочит ли вода, дует ли или режет ли ветер, туман это вот реально туман или это просто визуальная составляющая. И так везде. Вот это есть, но ответов нету. Далее, думаю, раскрывать тему не имеет никакого смысла, ибо это превратится в полноценный хейт-обзор на КРД. Но делать этого я, если честно, не хочу, по крайней мере не сейчас. Срезюмирую лишь одно. Хочешь аниме, где хорошие файты, раскрыта тема буддизма, мира, его атмосфера, создания, персонажей много, они круты, а антагонисты не тупые, не поверишь, но тебе нужно в адский рай. Но это совсем другая история. С тобой был Рабаши, огромное спасибо за просмотр и подписку, если ты, конечно, подписался. Также рекомендую свои группы ВК и Телеграм, куда скидываю все нюансы по процессу создания роликов. Шейхам, конечно же, отдельная благодарность, ники перед вами, это не скрин, это отпечаток на сердце. Пока.